Я сделаю все, чтобы победить тебя! Битва Лун Синьюя с обезумевшим богом Анандой, или Анань, как в русском переводе, была поистине взрывной. Несмотря на значительные изменения по сравнению с оригиналом, она все равно невероятно захватывающая. Судя по официальному превью 184 серии, Лун Хаочень косвенно побеждает бога Ананду и успешно проникает в бездну Звездного Царства. Кроме того, Лун Хаочень сражается с вечным героем Еушанем, помогая ему восстановить рассудок. Итак, давайте начнем с самого начала. В оригинальном романе Лун Синьюй победил Ананду исключительно благодаря своим способностям, и их битва была довольно сложной, но решающей. Однако аниме отличается. Лун Синьюй был оправдан и больше не сомневается в родословной Лун Хаоченя. Вместо этого он клянется защищать свою семью до самой смерти. Даже зная, что в его сыне и жене течет демоническая кровь, он готов отказаться от божественного трона, чтобы исполнить свой долг отца и мужа. Хотя Лун Синьюй победил Ананду благодаря своей непоколебимой вере, официальная история наделяет его дополнительным титулом «Дитя бездны», дарующим ему способность к бесконечному воскрешению. Однако Лун Синьюй все равно убил Ананду одним ударом. Судя по разговору Син Машеня и Абао, именно Лун Хаочень косвенно победил Ананду. Хотя Лун Хаочень не вернулся на арену смертельных схваток в Звездном домене, он вошел в бездну и разрушил силу бездны Ананды, позволив Лун Синьюю убить его. В противном случае Ананда мог бы продолжать воскрешаться бесконечно. В трейлере показана бездна в Звездном поле, запретное и крайне опасное место. Однако, следуя за Есяньми, Лун Хаочень успешно находит бездну. Зная, что путешествие будет трудным, Лун Хаочень решительно бросается в бездну, чтобы начать поиски второго вечного героя Еушаня. Это герой тысячелетия Храма Воинов, легендарный герой, достойный подражания, сравнимый с первым отпрыском сансары Храма Ассасинов, создатель и бывший владелец, пользователь и мастер легендарного меча Ария Богини Света, а также предок Евы Яня. Его легендарная цитата: «Если люди хотят победить демонов, им сначала придется победить самих себя». Однако, войдя в бездну Звездного домена, Лун Хаочень обнаружил, что там обитает существо иного рода. Это был не падший полубог Звездного домена, а нечто среднее между нежитью и живыми существами, не обладающее никакой властью над миром и выживающее в основном за счет пожирания других существ. Как только Лун Хаочень вошел, на него набросились бесчисленные свирепые твари из бездны, которые, казалось, намеревались сожрать его заживо. Помимо сражений с глубинными чудовищами, Лун Хаочень также ищет вечного героя Еушаня, прославленного члена Зала Воинов, обладающего грозной боевой мощью. Лун Хаочень обратился к Еушаню за помощью, чтобы улучшить свою звездную корону, получив больше сил и правил для сражения со звездным демоническим богом и Абао. Он быстро нашел Еушаня, но к его полному удивлению, тот не только отказался помочь, но и напал на него. Еушань, вооружившись длинным мечом, нанес мощный удар Лун Хаочень. Это произошло главным образом потому, что Еушань провел слишком много времени в бездне, сражаясь с глубинными тварями день и ночь. Незаметно для себя Еушань тоже был поглощен бездной, потерял сознание и начал охотиться на других существ, подобно глубинным тварям. Естественно, Лун Хаочень тоже стал целью, и Еушань вступил с ним в бой. В трейлере раскрывается, что нападение Еушаня на Лун Хаоченя было не по его воле. В конце концов, Еушань – бесспорный герой. Только после падения, заточенный в звездной бездне, он неизбежно подвергся развращению, что заставило его действовать против своей воли. Однако, не стоит беспокоиться. Лун Хаочень точно не бросит ни одного вечного героя, тем более, что он рассчитывает на помощь Еушаню в улучшении своей звездной короны. Поэтому Лун Хаочень сделает все возможное, чтобы помочь Еушаню восстановить рассудок и, возможно, даже победит его, используя силу правил, чтобы очиститься от скверны и вернуть рассудок. Это будет интересная встреча. Слава, которую Еушань принес Храму Воинов, была сравнима со славой, дарованной первым отпрыском сансары Храму Ассасинов.
Даже сейчас в большом центральном зале храма воинов возвышается 10-метровая скульптура Святого Божественного Меча. На лицевой стороне скульптуры были выгравированы слова «Герой тысячи лет». Ария богини света была создана Еушанем потом и кровью. Еушань сам запечатлел эту легенду. В 3 года он держал свои мечи даже во сне и продолжал использовать их, пока не достиг 6-й ступени в 16 лет. К тому времени у него было 5 мечей, которые он сумел соединить в один посредством непрерывного кования и слияния их сущностей, питая их кровью демонов, благословляя сущностью земли и сплавляя десятки различных металлов в один, он затачивал их. Спустя 30 лет он наконец стал этим мечом. Говорили, что в день завершения строительства снизошла богиня света. В итоге мечу дали имя Ария богини света. Именно этим мечом божественный обладатель святого меча Еушань убил 7 демонических богов и нанес тяжелые раны демоническому богу-императору того времени. Однако, к сожалению, всего через год после завершения работы над мечом Еушань погиб в бою. Говорят, в тот день весь юго-восточный форт был в слезах, а глава храмового союза тех лет, рыдая от горя, лично присвоил ему титул «Герой тысячи лет». Большое спасибо за просмотр, а также просьба к тем, кто читает новеллы «Пожиратель звезд», «Боевой континент», «Противостояние святого», «Путешествие к бессмертию» и в целом любые другие. Очень нужны консультации и помощь в материале, но важно, чтобы вы были в курсе всей истории, вплоть до финала. Так что если кто-то хочет помочь, пишите в телеграм-канал Киномикс Помощники Материал по ссылке под этим видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.